Всем привет! Сегодня кино будет про лодочный моторчик Honda 30, который к нам привезли транспортной компанией. Владелец его приобрел, но еще не ездил на нем. Нам нужно укоротить ногу, восстановить киль, поправить грибной вал. Вал кривой, был удар. А кроме этого, какой-то стук в двигателе. И нам нужно, прежде чем заниматься укорачиванием ноги, разобрать двигатель и найти этот стук. Чтобы снять двигатель с Honda, требуется снять редуктор и снять ногу, потому что там болты крепления двигателя. Попытались запустить мотор, мотор не запустился. Только после того, как мы брызнули бензин в карбюраторы, мотор запустился, но сразу заглох после того, как бензин закончился. Мы начнем по порядку. Сначала снимем карбюраторы, почистим их, разберемся, почему двигатель не запускается, а затем еще раз послушаем, проверим давление масла и затем уже будем разбирать. Также проверим охлаждение обязательно. Лампочка давления масла горит, это хорошо. Замер компрессии. Для этого даем полный газ, отключили тягу газа, потому что здесь не дает дать полный газ на нейтрале, только при включении передачи. А при включении передачи срабатывает блокировка, поэтому отсоединили тягу, вручную дали полный газ. Все свечи соединили на массу, но искру мы выключили. Предварительно проверили искру, все 3 искры есть. На верхнем 12. На втором 12. На третьем 11,5. Хорошая компрессия. Honda, Monda, бит просторная машина. Honda, Monda, утарали Амина. Honda, Monda, синен үшін ұрладым. Honda, Monda, наконец кеше болдым. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утарали, утарали, утарали Амина. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утарали, утарали, утарали Амина. Карбюраторы почистили. Давление масла нормальное. Какой-то непонятный стук. Карбюратор еще не настроенный, поэтому он так работает. Попробуем снять редуктор и запустить без редуктора. Вдруг это стук идет от редуктора. Появились холостые обороты, а до этого вообще не было. Сняли редуктор, запускаем без редуктора.
Электрозапуска нету. Стук пропал. Бензина нету, поэтому обороты высокие. Дзынькает. Это вот этот дзынькает. Работает хорошо. Теперь разбираем редуктор для начала и считаем стоимость ремонта. А далее будем уже заниматься укорачиванием. Для снятия редуктора откручиваются 4 болта крепления редуктора и отсоединяется тяга переключения передач. Разобрали водяную помпу в первую очередь. Корпус помпы оплавлен и стакан немного вплавлен в корпус. Это требуется заменить. Крыльчатка потерта. Крыльчатку тоже под замену. Причина стука в том, что подкусывает вертикальный вал. Видимо, от удара что-то произошло. Будем разбирать дальше. Это болты крепления обоймы грибного вала. Слева болт оригинальный хондовский, справа болт с цифрой 8 ямаховский. Значит, этот редуктор побывал в одном из сервисов по ремонту лодочных моторов. Видим, что шестерня переднего хода как новенькая. Она и так новенькая. Она менялась. Пиньон в раковинах. Шестерня заднего хода тоже в раковинах. Здесь герметик. И, кстати, подшипник заднего хода почти не крутится. Он тугой. Причина стука мотора оказалась из-за закусывания шестеренок. От пиньона откололись кусочки. Либо от удара, либо непонятно из-за чего. Кстати, осколки остались на пластмасске, которая поднимает масло до верхнего подшипника. Какой-то кусок попал между зубьями и застрял. И когда пиньон проходил по этому месту, вертикальный вал подпрыгивал, потому что зубья подкусывали. Регулировочную шайбу на грибном валу съела, а все потому, что установили сырую шайбу. Ее придется менять. Вместе со всеми подшипниками, с пиньоном и с шестеренкой заднего хода. Шестерню переднего хода мы оставляем. И, кстати, есть еще сколы на шестерне заднего хода. Внутри редуктора видно след, царапины от осколков, от стружки. Причем с той стороны след еще интереснее. Тут тоже осколки остались, которые поднимало до верхнего подшипника. Мы все подшипники будем менять без исключения. Редуктор полностью разобран, но осталась тяга переключения передач. И так как нам предстоит укорачивание ноги, нам нужно эту тягу отсюда извлечь. Здесь имеется корпус для сальника, для тяги переключения.
И этот корпус очень сильно закис. И были вопросы, как такие корпуса извлекать, вынимать. Этот болт держит корпус сальника от выскакивания из редуктора. Но после откручивания болта все равно этот корпус отсюда просто так не выйдет. Поэтому, чтобы его снять, требуется нагрев редуктора снаружи. И аккуратно при помощи этой тяги по принципу обратного молотка его нужно изнутри выбивать. Бывает и так, что тяга ломается и не выдерживает, если корпус очень сильно закис и не шевелится. В таком случае тягу придется переделывать, корпус придется отсюда высверливать, как-то выбивать и изготавливать новый, ну либо заказывать. Его здесь даже не видно, кажется, что это все единое целое. Honda, Monda, бит просторная машина. Honda, Monda, утирали амина. Honda, Monda, синим ишин урладым. Honda, Monda, наконец кошевалдым. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утирали, утирали, утирали амина. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утирали, утирали, утирали амина. Honda, Monda, бит просторная машина. Honda, Monda, утирали амина. Honda, Monda, синим ишин урладым. Honda, Monda, наконец кошевалдым. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утирали, утирали, утирали амина. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утирали, утирали, утирали амина. Утирали, утирали, утирали амина. Утирали, утирали, утирали амина. Утирали, утирали, утирали амина. Пока ждем запчасти на редуктор, начинаем потихоньку разбирать ногу, снимать ее с двигателя. Все уже согласовали с владельцем. Эту ногу можно укоротить без сварки. Мы отрезаем 127 миллиметров, примерно вот здесь. Эта часть будет вырезаться. И будем делать новые резьбовые отверстия. Двигатель остается на подвеске. Нужно еще укоротить трубку охлаждения. Она на Хонде нержавеющая. Отпилили часть Дейдвуда, обработали поверхность до ровного состояния, отфрезеровали внутри под водяную помпу, потому что Дейдвуд
ближе к глубине имеет сужение. И сейчас будем сверлить отверстия и нарезать резьбу. А как мы выставили эти отверстия, это наш секрет фирмы. Нога готова. Сделана в стандарт 127 мм. Слева оригинальная короткая нога от Honda, справа наша. Позвонил владелец мотора и попросил заменить трубу. У нас есть такая новенькая труба. Правда, она от китайского мотора Хайди, копия Ямахи, но по длине она идентична. И для ее замены нам нужно раздвинуть эти струбцинки. Возможно, придется греть, портить краску, а потом это все подкрашивать. И, возможно, еще мы сожжем втулки. Посмотрим, как будет разбираться. Восстановили киль. Сейчас будем мыть корпус редуктора и собирать. Вертикальный вал мы укоротили. Вал можно было заменить на оригинальный короткий или укоротить. Также сейчас будем править гребной вал, менять эту шайбу на нормальную. Меняем помпу, шестерни, подшипники, сальники. Подшипники игольчатые мы ставим от Ямахи, просто потому что хондовских не было в наличии. Ну, взяли ямаховские, а потому что они взаимозаменяемы. Часть запчастей тайваньская, часть оригинальная хондовская. И то же самое, кстати, сальники. Тоже сальники ямаховские, потому что они по размеру подходят. И, между прочим, ямаховские сальники дешевле, чем хондовские. И укорачивается тяга переключения передач. Отрезается ее часть и сваривается. Только так, чтобы сварочный шов не попал в то место, где работает уплотнение, либо сальник. А корпус редуктора будем красить, чтобы придать эстетичный внешний вид. Honda, Monda, бит просторная машина. Honda, Monda, утарали амина. Honda, Monda, сильный мышцы урладом. Honda, Monda, наконец кашебылдым. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утарали, утарали, утарали амина. Honda, Monda, Honda, Monda, бит просторная машина. Утарали, утарали, утарали амина. Мотор собрали. Никаких стуков нет. Но вот что-то работает он совсем плохо. При резком давлении газа он пытается заглохнуть. Карбюраторы чистили, но
Постоял вот это время, пока укорачивали. Видимо, опять закисли. Сейчас будем опять их чистить. А так работает без шумов, все отлично, никаких стуков, редуктор перебрали. Охлаждение идет. Термостат работает. Хорошо работает. Почистили. Ой, тут уедет. Чуть не уехал. Honda готова. Итоговая стоимость ремонта вместе с запчастями 40 тысяч рублей. Владелец просил обязательно наклеить сюда нашу наклейку. Сейчас мы будем сливать масло с двигателя, и мотор поедет в Хабаровск к владельцу. Мотор мы получили в середине июля. Ремонт был завершен только сегодня. Сегодня у нас 1 октября. Ждал своей очереди. Мы очень рады, что двигатель не стучит, потому что если бы пришлось еще капиталить двигатель, понятно, что видео было бы интереснее, но ремонт затянулся бы, наверное, до следующего года. Пишите, на какую тему вы бы хотели видеть видео про лодочные моторы. Если вы ставите палец вниз, пожалуйста, напишите, что именно вам не понравилось, потому что мы хотим учиться и всегда готовы выслушать конструктивную критику. На этом мы заканчиваем. Всем пока. Петрович, у тебя-то твой лодочный мотор как звучит? Чин, чин, чина, 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 чинанай на опа, опа, чинанай. Ну как-то так. А твой как? Мой-то? Ну, засякай. Honda. Honda не требует сравнения.